Можно? Да что она мне съест? Словаки. Долго нам еще ждать? Удивляюсь. Первый рабочий день, он уже опаздывает. Зиновий Викентьевич, вы говорите так, как будто вы точно знаете, кого пришлют вместо Олега Анатольевича. Пока не знаю, но могу себе представить, кого, учитывая, что наше бюро в черном списке. Знаете, из-за кого? Да ну что вы, Зиновий Викентьевич, не может быть. Будьте спокойны, это точно не из-за вас. Очень смешно. Я не пойму, как работать, не зная обстоятельств происшествия. Ну, для начала с людьми поговорить. Я вот, например, это сделала. Перед вами труп Маргариты Величко, директор ритуального агентства «Светлый путь». Но я умею читать таблички на дверях. Точно, помню. У вас же высшее образование. Не забывайте об этом. Труп обнаружен персоналом, все они находятся в агентстве. За исключением одной девушки, Ульяны Тимеева, посмертный визажист, уехала на вызов. Инга Викторовна, это все, что вам удалось выяснить? Ай, вы меня разочаровываете. Здравствуйте, Олег Анатольевич. Очень рада вас видеть. День добрый. Знала, что вы без меня долго не продержитесь. Инга Викторовна, вы сильно не обольщайтесь. Мне просто не нашли замену. А знаете почему? Потому что я незаменим. Это временное явление, Олег Анатольевич. Свидетелей я опросила, но если моему экспертному мнению вы не доверяете, вы можете всю эту процедуру проделать еще раз с самого начала. А я так и сделаю. Итак, отпечатки убийцы на столе и на дверях очень четкие, поэтому вы с этим делом, Олег Анатольевич, справитесь очень быстро. Ну, значит, повезло. Найду дровосека и отправлю дело в архив. Странно, Зиновий Викентьевич. Для чего заранее планировать убийство, а потом пальчики везде оставлять? Почему вы думаете, что убийство спланировано заранее? Да, вы полагаете, люди топоры в карманах носят? А есть замечания по существу, Инга Викторовна? Смерть наступила вчера с 9 до полуночи. Признаков перемещения тела нет. А так быть не должно? Не должно быть. Либо отравление препаратом с атропином, либо другой наркотик. Но в любом случае это вещество, которое вызывает спам адренорецепторов радиальных мышц. Какой воинствующий снобизм. Откуда Олегу Анатольевичу знать про адренорецепторы? Олег Анатольевич, даже я не знаю. Действительно. Убита топором, так и запишите. И отправляйте ко мне. В этом деле ваше заключение не будет доминировать. Так вы вот этого боитесь на самом деле? Инга Викторовна, а спорим, что я найду убийцу без вашей помощи? Поспорьте, пожалуйста, Зиновий Викентьевич, чем вам не работать надо. Это его смотивирует. На что спорим? Денег нет. Я думал, будет что-то поинтереснее. Какая же тут загадка, когда труп привозят с топором в голове? Мне кажется, что она умерла от простуды. Ростик, это тело таит в себе загадку. Посмотри внимательно. Она красавица была при жизни. Она заботилась о своем теле, она ухаживала за ним. Ни синяков, ни царапин, ни шрамов, ни рубцов, ничего. И только от тебя, только от твоих исследований зависит, узнаем мы, кто ее убийца или нет. Да? Да. Я все понял. Так беги. Сейчас сделаю. Инга Викторовна, я предлагаю вернуться к нашему разговору. Олег Анатольевич, моя задача – делать свою работу. Ваша же задача, кажется, ведь дело побыстрее закрыть и свалить из нашего отдела, не так ли? И все-таки, как вы думаете, кому могло прийти в голову пивать с топором в офисе? Почему это не пистолет, удавка или нож? С толку вас хотели сбить. Так, Ростик, по глазам вижу, что-то интересное обнаружили. Гистогены? Да как вы об этом узнали? Олег Анатольевич, у жертвы была задержка 2 недели, судя по тому, что яичники набухшие и следы противозачаточного. Точно. Задержки 2 недели. Искать нужно ее бойфренда. Это любовная драма. Для любой женщины задержка 2 недели – это очень серьезный повод поволноваться. Значит так, убийца тот,
чьи пальцы на топоре. И на совещании, Инга Викторовна, я рассчитываю услышать от вас нечто более полезное, чем ваши догадки. Вы закончили? Позвольте и мне тоже. Как он меня достал? Олег Анатольевич, я изъял все, что может помочь найти вам убийцу. Телефон, ноутбук, одежду. Да, с отпечатками нам повезло. Накиньте мне пальчики на почту. Посмотрю в базе, может, второй раз повезет. Ну да, было бы неплохо. Дело сразу бы и закрыли. Как вы думаете, Олег Анатольевич, а что если Ингу? Олег Анатольевич. Олег Анатольевич. Да, пальчики совпали. Да ну. Судя по положению тела, жертва не сопротивлялась. Глаза открыты, зрачки расширены. Хотя, в принципе, уже должны бы после 10 часов прийти в норму. Вы же говорили про отравление. Нет никакого отравления. Также в крови не обнаружено наркотиков. Причина смерти – травма, нанесенная тупым предметом, топором. А в чем причина тогда открытых глаз и расширенных зрачков? Ну, может быть, реакция на испуг. Жертва могла знать убийцу. Мог быть мужчина, с которым спала. Могла быть женщина, которой это не нравилось. Убийцу зовут Михаил Таманин. Имел судимость за мошенничество при перепродаже автомобилей. Отпечатки совпали на 100%. Олег Анатольевич, а почему вы столь ценную информацию оставили на самый конец моего доклада? Не для того ли, чтобы обесценить его? А как вы объясняете связь бизнес-леди и жулика? Дайте мне час-полтора, я отвечу на все ваши вопросы. Нашли машину Таманина. Инга, а ты куда? Скрашу Олегу Анатольевичу последние дни в бюро, а то передумает уходить. Олег Анатольевич, ну мне любопытно. Что вам любопытно? Почему из бюро уходите? Хорошая попытка уговорить меня взять вас на задержание Ну, Таманина. одно другому не мешает, и все-таки. А вы как думаете? Стоп. Нет, не может быть. Неужели за Зиновия? Все так говорят. Инга Викторовна, вы невыносимы. Поехали? Поехали. Инга, можно тебя на минутку? Привет, Марк. Я сейчас очень занята. Мы едем на задержание опасного преступника. Ух ты, как интересно. Ну вот, пока ты не стала генералом, подари мне свои выходные. Я тут купил тур в Париж, ужин на Эйфелевой башне, прогулка по Сене, королевский вечер в Версале. Очень соблазнительно, Марк. Но знаешь, меня перспектива стать генералом как-то больше прельщает. Поэтому я занята в выходные. И в будни тоже. Пока. Инга, береги себя. По месту прописки хата в аренде. Где проживает, неизвестно. Дня 3 тачка стоит. Пыль на крыше, на лобовом стекле. Может, Таманин в бега пустился? Не бросил тачку? Так мы до утра будем думать. Предлагаю что-то сделать. Инга Викторовна, не надо. Надо, Олег Анатольевич, надо. Ты чё мне тут, а? Ты ноги не поотрывать, не? Таманин, руки за голову, стоять! Товарищ. О, Отличный бросок. ну что, голубчик, попался? Ты задержан по подозрению в убийстве. Спокойно. Олег, а это не Таманин, Ключ. судя по паспорту. Все, значит, не Таманин. Встань! А кто? Так это, как бы, Мишка умер 3 дня как. Кто умер?
Мишка Таманин. За бухлом вышел, и его машина сбила. Сегодня похоронили. А вот интересно, как Таманин позавчера убил Маргариту Величко, если он умер 3 дня назад? Слушай, начальник, это я контужен или она больная? Так, стоп. Стоп. Это Таманин. Ну да. Как ты в хату попал? Ну, как Мишка кишки раскатал, я ключи дернул. Ну, ему зачем? И сестре его ничего про хату не говорил. Она как пылесос. А ты нет? Он мне денег должен был, так что я ничего не крал. Олег, это определенно не Таманин. Отпускать надо. То есть получается, что Маргариту Величко убил не он. Или были плохо сняты отпечатки? Да, такие отпечатки плохо снять, даже при желании не получится. Там, знаете, они как нарисованные, вот линия к линии. Хорошо, то есть получается, топор был в руках у Таманина, а потом топор нашел убийца и использовал его для убийства, сохранив на нем при этом пальчики. Но на столе тоже были его отпечатки. Подтверждаю, на столе тоже его отпечатки. Это значит, что Таманин приходил в кабинет Величко. Зиновий Викентьевич, я вас правильно понимаю? Мертвец приходил в кабинет. Подожди, а если он там был до того, как умер? Золотые слова Степана Степановича. Ну невозможно. Таманин приходит в кабинет с топором, размахивает там этим топором, оставляет везде пальчики. Потом вышел на улицу, топор потерял, еще и под машину попал. Этот топор нашел убийца, пришел в кабинет, убил Риту. Ну это безумие. Да, звучит по-идиотски. Бред. Нам нужна новая зацепка. Согласен. Поехали в светлый путь. Я уверен, мы что-то пропустили. Мне так не нравится этот светлый путь. Ну что тут? Не торопите, Олег Анатольевич. А вот и пальчики. Инга Викторовна, потрудитесь заниматься своими делами, а не моими пальчиками. Ну вы же все изучали на снимках. Ну что опять не так, Инга Викторовна? Не знаю. Просто пальчики эти, они как нарисованные, да, Зиновий Викентьевич? Я говорил фигурально. Фигурально. Плохая примета, кстати. Что? Выражаться фигурально? Нет, плохая примета садиться в кресло, где кого-то убили, тем более недавно. Я в приметы не верю, Олег Анатольевич. И на этой планете, к сожалению, кого-то убивают каждую минуту. Но мне очень приятно, что вы заботитесь обо мне. Знаете, мне кажется, мы войдем в историю. Как свидетели 2 людей с одинаковыми отпечатками или как ловцы зомби Вуду. По-моему, кто-то просто хочет сделать нас идиотами. Я не хотел бы соглашаться, но соглашусь с вами, пожалуй. Ладно. Я, наверное, займусь кругом общения Маргариты Величко. Точно. Вообще-то это то, с чего следовало начать, Олег Анатольевич. Я не понимаю, почему вы до сих пор так отчаянно не желаете со мной соглашаться. Вы ведь поэтому из отдела уходите, да? Чего вы взяли-то? Нетрудно догадаться. Версаль? Слушай, это так романтично. Ну все, извинения приняты. Стоп, стоп, стоп. Как это ты сам не можешь поехать? А с кем я туда полечу? Погоди, ты с ума сошел? Алло! Скотина! Свет? Привет. Привет. Что случилось? Да ничего. Все мужики козлы. А, ну это понятно, не новость. А случилось что? Кто обидел? Да. Ты его не знаешь. Редкий мудак. Да ладно. Ты сама-то как? Да нормально. Работа завал. О, хочешь про мудаков прикол? Ну? Марк сошел с ума. Решил меня в Париж свозить. Версаль, башня, сена. Как тебе? Представляешь, да, как это могло выглядеть? Да. Подружка, ты прости меня, мне надо работать. А. Ну, я не задерживаю, ты просто скажи, как отец. Ты его когда домой-то отпустишь? Ну, отпущу, когда ничего не будет угрожать его жизни и здоровью. А пока нет.
Ладно, не отвлекаю. Привет, пап. Привет, дочь. А что ты тут делаешь? Ничего. Кроссворд решил. Разгадал? Почти. Я, между прочим, не с пустыми руками. Слышь, а мой ноутбук, он дома? Дома. Где ему еще быть? На тумбочке лежит себе. А что это ты про него вдруг вспомнил? Пап, а зачем тебе ноутбук? Ты печатаешь одним пальцем. Фильмы смотреть. Художественные. Кстати, здесь Wi-Fi бесплатный. Ну, если бесплатный Wi-Fi, то, конечно, да-да, надо фильмы смотреть. Какие еще будут пожелания, указания, требования? А то мне Идти пора. надо, да? Олегу привет передай. Мужик он хороший. Пап, вот с чего ты взял, что он хороший мужик? Ну как? Тебя столько терпит, значит, хороший мужик. Недолго ему осталось. Че это недолго ему осталось? Не нравится он мне. Да я дома была одна. Это что, теперь преступление? Вас никто ни в чем не обвиняет. Пока. Мы просто проводим опрос. Скажите... Аня, сколько вы зарабатываете? Надо же ведь хорошо зарабатывать, чтобы так одеваться, верно? Все Китай с вещевого. Научились делать. А от фирмы не отличишь. Я в состоянии отличить Китай от Франции. Платье 5, сумочка 3, туфли 2, верно? Какая у вас зарплата? То есть вы были директором и владельцем Светлого пути? Ну, как бы да. Опыт управления есть. Опыт есть, алиби нет. Расскажите нам о дне убийства Маргариты Величко. Что было в тот день? Может, что-то необычное, подозрительное? Ну, ничего подозрительного не помню. А, Марго с Баусовым цапалась. Скажите, Анна... Они часто ругались? Мы с Маргаритой никогда не ссорились. Да каждый день с ней гавкались. Почему после обнаружения Величко у всех был шок, а вы пошли работать? Меня с Ритой ничего не связывало. Чему притворяться? Этот Артур Минченко, он какой-то странный. Я его даже побаиваюсь. Или что вы мне прикажете? Бухать как Ик? Да из какой стати переживать, а? Артурчик робот, но надежный робот. Агентство не закроют, бизнес выгодный. Будет другой директор. Вы? Ну какая разница? Или я, или Юрка Баусов. А этот Баусов он и подставить может. Его, когда должности лишили директора, он такой скандал закатил. Ритке сказал, что ее в нашем гробу и закроют. У вас был мотив для убийства. Нет смысла это отрицать. Я знал, что все этим и закончится. Но она не оставила мне права выбора. Пишите. Так что, Олег Анатольевич, у нас есть признание? Нет, это мелочи. Кое-какие махинации с налоговой отчетностью, но ничего такого, что могло бы стать поводом для убийства. А компьютер Величко проверяли? Может быть, там что-то, может быть, от клиентов угрозы. Клиенты специфические. Ну, как предположение. Может быть, кто-то из родственников убил в состоянии аффекта, и именно поэтому не позаботился о пальчиках. Инга Викторовна, я не хотел бы прерывать полет вашей фантазии, но на топоре пальчики Таманина. И хотите вы этого или нет, придется с этим считаться. Там ничего интересного. Я 10 раз смотрел. Так, Светлый путь, штатное расписание. О, списки клиентов. Мансуров, Кетышева, Родченко, Броденко. Простите? Ничего, ничего, если вам так удобно, пожалуйста.
Таманин? Так он в списках. Он был клиентом Светлого пути, Синой Викентий. Я знаю. Таманин был клиентом Светлого пути. Что это меняет? А почему это не отображено в отчетах? Олег, Светлый путь – это похоронное бюро. Таманин умер. Олег, здесь все логично. А ничего, что он после смерти убил человека? Это логично? Никого не удивляет? А это не в моей компетенции. Получается, Таманин жив. Да, Таманин был нашим клиентом. У нас есть инфа, что он кремирован. Нет, не слушайте никого. Таманина похоронили. Но в документах числится… Ну да, сначала его друзья заказали кремацию, но приехала его сестра из Казахстана и решила хоронить. А мы в документах ничего не меняли. Анна Викторовна, вот отчет по косметике за прошлый квартал и чеки. Спасибо, Ульяна. А это кто? Это наш гример. Ясно, благодарим за информацию. До свидания. До свидания. Может, поговорить с ней? Потом, насчет Таманина. Приезд его сестры и прочие обстоятельства ничего не доказывают. Вместо него могли похоронить кого угодно. На самом деле доказывает. Мы всегда можем сделать эксгумацию и узнать, жив на самом деле Таманин или нет. Я даже слушать не хочу. Эксгумация – это такие проблемы. И потом еще объяснительное начальству писать. Олег Анатольевич, мне кажется, или Степан Степанович препятствует раскрытию убийства? Ой, не верю, что я это говорю, но, Степаныч, я снова согласен с Ингой Викторовной. Ну подожди, а если вдруг окажется, что в гробу Таманин? Закопаем обратно? Совсем Бога не боитесь. Если бы знала, что тело доставать будете, кремировала бы. Мы сочувствуем вашей утрате. Если бы не обстоятельства, мы бы на это не пошли. В гробу я видела ваше сочувствие. Это Мишка Таманин. А кого еще здесь хотели увидеть? Миша, Мишенька, только вчера похоронили. Что вы делаете? Это необходимая процедура, я обязана ее провести. Как только я закончу, мы вернем тело вашего брата в могилу. Не трогайте. Что вы делаете? Не колите! Ну, на эксгумацию съездили. Чего теперь? Дальше что? А что дальше? Меня, скорее всего, уволят. И вас тоже. Степаныч, знаете ли, по головке не погладит. А может быть, в гробу не Таманин, а кто-нибудь загримированный под Таманина? Ну, в агентстве есть визажист. Ну, некоторые из них, я точно знаю, они такие чудеса творят. Ага. То есть, по-вашему, пока лже-Таманин лежит в гробу, настоящий Таманин бегает по офисам и размахивает топором? Честно? Я не знаю. Ну, как-то это все неправильно. Значит так, отпечатки совпали. И с полицейской базой, и с места преступления, и с трупа на кладбище. Все отпечатки идентичны и принадлежат Таманину Михаилу Сергеевичу. Ну, у меня все, да. Может, у Таманина есть близнец? Но я читал, что однояйцевые близнецы имеют сходную комбинацию бороздок. Михаил был единственный ребенок в семье. Его мать лечилась от бесплодия, могла забеременеть только один раз. Стоп. А как же сестра? Она сестра ему только по отцу. Матери у них были разные. Вообще интересно, мне кто-то еще читал это, кроме меня? Я? Можно? Мы что-то упускаем. Приятного аппетита.
Как ты меня нашла? Это было несложно. Нам надо поговорить. Мы могли обсудить это по телефону. Да? И опять услышать, я занят, перезвоню позже. Пи-пи-пи-пи. Да, я занят в последнее время. Что? Что ты от меня хочешь? Я хочу разобраться. У вас это серьезно? У вас это у кого? У тебя и у Инги. Только не надо врать. Я все знаю. И про Париж тоже. А я и не вру. Тем более ты все знаешь. Мне добавить нечего. Ты хочешь ее вернуть? Здравствуйте. Вы будете что-то заказывать? Может, пообедаешь со мной? Спасибо. Я сыта. По горло. Рассчитать, пожалуйста. Да, конечно. Что-то она мне не договаривает. Ну ничего. Сейчас мы с ней более серьезно побеседуем. Инга Викторовна, при всем уважении к вам, она вам ничего не скажет, она уже труп. Смешно, Ростик. Я не оставлю ей выбора. А чего стоим-то? Вперед, ты знаешь, что делать. Ростик, все хорошо? А представьте себе ощущение, когда вас вызвал на ковер Степаныч, вы заходите к нему в кабинет, а в его кресле сидит Элвис Пресли и вяжет носки. Серьезно? Это не кровь Риты. У Риты первая группа, а это третья. И угадайте, у кого точно такая третья отрицательная? Олег Анатольевич, вы не поверите. Во рту Маргариты Величко кровь Таманина. Ну как мертвец мог убить Риту? Как? Зомби? Так, что у меня уже голова закипела. Так, я пойду на воздух, а вы сделайте мне развернутый анализ крови Таманина. Жень, сделай кофе, пожалуйста. Еще один американо. Я заплачу. Ты позволишь тебя угостить? Почему ты такой назойливый, а? Ну, ты путаешь назойливость с настойчивостью. Что тебе надо от меня? Будущего. Нет у нас будущего. У нас с тобой только прошлое. Давай остановимся на этом. Ты ведь меня знаешь. Если я чего-то хочу, спасибо, я не остановлюсь. Да, может, внешне я кажусь холодным, невозмутимым, но внутри… Внутри у тебя, Марк, черти водятся. Спасибо, кстати, за идею. За какую? Ин, постой. Ну, так же не делать. Ну, давай сядем, поговорим. Ну, мы же взрослые люди. Вот именно, Марк, мы с тобой взрослые люди. Давай уже, взрослей. Ты что, не видишь? Я стараюсь. Вижу. Молодец.
Алло, Зиновий Викентьевич, доброй ночи. Не разбудила? Скажите, а там была цепочка какая-то? Да, я понимаю, что ночь, но мне нужно изучить вещи Риты. Говори, иначе я все расскажу хозяину. А ты, Воль, ты знаешь, он шутить не любит. Ну, Маргарита Витальевна. В камеру говори, я сказала. Ну что, я, Анна Светягина, направляла информацию об умерших в фирму утешения. 1 из 10 заказов оставляла на светлый путь. За каждый заказ давали $100. 10 тысяч содержания офиса в месяц. Хозяин поставил рентабельность 200%, и я должна отстегнуть 20 тысяч прибыли. Ее теперь заплатишь ты, поняла? Ну где я возьму такие деньги? Ищи. Если Вольт получит эту запись вместо обещанных 20 тысяч, угадай, где тебе после этого найдут. Интересный поворот. Я у Величко просто вырванные волосы обнаружила. Вот, так бывает, знаете, когда цепочку снимаешь, одеваешь. У женщин так бывает. И на этой цепочке была флешка. Зиновий Викентьевич, Да? как вы могли пропустить это? Вы профессионал. А я и есть профессионал. Но у меня, в отличие от некоторых, есть совесть. И я не лезу со своими граблями в чужой огород. Зиновий Викентьевич, вы меня непотребными словами обзывали. А вы варварски сломали замок, ворвались в мой кабинет, вы. Вы мне выбора не оставили. Так, все, хватит. Что есть еще на Светягина? Спасибо, Жень. Спасибо. Ой, как уже отвратительный все-таки кофе. Приходите на чай. Хотя все равно будете недовольны. Кстати, у Светягиной тоже был недовольный взгляд. Судя по всему, она была обделена мужским вниманием. Не отвлекаю? А, нет, говори, Ростик. Вы себе даже представить не можете, что я нашел по поводу нашей девушки Анны. Ну, интригуете. Я забросил ее фотографию на поиск в программу Find Face. В общем, она работает элитной проституткой. Светягина? Угу. Теперь я знаю лучшего в городе эксперта по физиогномике. Так. В комментариях в день убийства указано, что девушка на выезде. И есть ник покупателя. Можно проверить. Я займусь этим. Отлично. А мы с Ростиком, видимо, в лаборатории уединимся, да, Ростик? Нам же есть о чем поговорить? В смысле? В прямом. А я пока ничего не понял. Забыл? Что? Что я просил тебя сделать? Инга Викторовна, ну, я забыл. Я вам даже на мониторе бумажечку наклеил, чтобы сделать развернутый анализ крови Таманина. А когда искал информацию по Ане, вот и вылетел с головы. Перчатки дайте, коллега. Я совершенно не удивлена. Такие картинки на мониторе, какие могут быть анализы? Даже наклеечка не помогла.
Готово? Да, но здесь как-то все странно. Вот этого я и боялась. Ага. Ага. Петрович, вызывай милицию. Чего же он не спится-то ночами, а, Инга Викторовна? Сестра не стала Таманина закапывать, она его в крематорий отвезла. Не подозрительно ли? А я ее понимаю. Она предвидела вашу настырность, в отличие от меня. Он был мертв, когда убивал. Он был мертв, его руки были мертвы. Руки. Его руки были мертвы. Алло? Алло, Ростик, вам тоже не спится? О, Господи. Так, друзья, давайте в темпе. Сюда могут очень скоро прийти. А что конкретно мы ищем в этом бюро «Светлый путь»? Ростик, ищем все, что может привлечь внимание. С Таманиным что-то произошло именно здесь. Инга Викторовна, чем отличается посмертная косметика от обычной? Высокотоксичные вещества содержит Олег Анатольевич. Цианистый калий, например. Да ладно, шучу я. Ростик, смотри. Костная крошка. Образуется, когда кости пилят. Ну-ка, Ростик, дай пакет. Вы со мной, Олег Анатольевич? В жизни за эту находку не рассчитаетесь. Держи. Валим. Занят, Олег Анатольевич? Занят, Инга Викторовна. Зиновий Викентьевич, а помните, меня так смутили эти отпечатки, которые такие четкие вышли на всю ладонь? Вас часто что смущает, Инга Хотите, Викторовна? расскажу, почему? Очень. Ростик сделал анализ и сравнил тот материал, который мы взяли из гроба, и костную крошку. Это Тамань. В похоронном бюро «Светлый путь» ему отрезали руку и прижимали его пальчики для того, чтобы заставить нас поверить в то, что Маргариту Величко убил он. Ну, и кто же убийца? Любой, кто работал в этом морге. Все же нам придется поговорить с Ульяной. А вы до сих пор этого не сделали? Я выписал разрешение забрать труп Маргариты. Вы знаете, кто его забрал? Некий Герман Вольт, хозяин «Светлого пути», криминальный авторитет. Повез ее в офис. Оказывается, Маргарита была его женщиной. И нам бы найти убийцу первыми, потому что Вольт тоже ее ищет. А он со своими врагами церемониться не будет. Ульяна, здравствуйте. Добрый день. Нам надо задать вам пару вопросов. А это не может подождать? Как видите, я немного занята. Скажите, Ульяна, ваша работа сколько стоит? Если брендовая косметика работать, то… Стоять! Я Ритку не убивала. Ульяна, не надо. Откуда костная крошка? Без понятия. Мое дело макияж. Почему тогда убегали? Работа нервная. Где вы были вечером в среду, когда убили Маргариту Величко? Кино. 5 ряд, 7 место. Билет в интернете купила, можете проверить. Что-то мне подсказывает, что если мы возьмем видео с камер наблюдения, поговорим с персоналом, они вас не вспомнят. Ульяна, что вы все-таки с Величкой не поделили, а? Мне просто, простите, я не понимаю природу женской ревности. Хотите про ревность узнать? Пусть этот выйдет.
Я объясню. Попейте воды. Мы с Герой 5 лет были вместе. Он мне обещал, что замуж возьмет. А он... Рита, я последний раз подснежником занимаюсь. Гера? А ты с ней, ну... Ты же мне обещал. Я убила ее не за это. Точнее, не только за это. У вас есть дети? Нет. Тогда есть шанс, что вы поймете. Гера был моей надеждой на другую жизнь. Но он не знал моего секрета. Я не могу иметь детей. Ритка знала это, поэтому почти сразу же залетела. После этого все мои мечты, всю мою жизнь можно было спустить в унитаз. Как оказалось, ей плевать на мою жизнь. Ну, значит, и мне плевать на ее жизнь. Я знала, что утром труп Таманина сожгут, поэтому мой маленький секрет никто никогда не узнает. Последний вопрос. Как все это провернули? Это убийство я готовила почти полгода. Я все ждала подходящего случая. Таманин, на его месте мог быть кто угодно. Я так хорошо все распланировала. Степаныч звал? Да. Олег Анатольевич, ну ты же сам понимаешь. Ты уйдешь, пришлют нового следователя. Он не сработается, и потом ищи опять. Я же понимаю, что Инга не подарок, но специалист она хорошая. Да при чем тут она, Степаныч? Мне новую должность предложили. Так ты не из-за нее? Ну, выходит, что не из-за нее. А это что-то меняет? Ну, а если я скажу? Останешься?